Здравствуйте, мои дорогие! Я хочу поделиться с вами радостной новостью. Вчера я с мужем ездила в магазин Leroy Merlin, и посмотрите, какую орхидею я там нашла. Я очень обрадовалась. Я скорее ее схватила в руки и ходила с ней дальше, смотрела другие орхидеи. Как я заметила, что это парфюмерная фабрика по листьям, а не в краб. У нее очень хорошие корни. Вот, видите? Я так была рада и до сих пор. Сегодня уже эта орхидея второй день. Вчера я привезла ее домой и стала распаковывать, чтобы она не стрессанула. Сейчас я вместе с вами ее распакую, и мы разглядим ее получше. Если я не ошибаюсь, это орхидея Ascension, парфюмерная фабрика. Я хотела приобрести, смотрела в размере 1,7 попадаются. Что-то я так и не рискнула. Не хочу связываться с такой мелочью, очень долго выращивать. А тут в Leroy Merlin за 800 рублей. Вообще, это такая удача. Я так рада. На момент покупки у нее было 2 цветочка. Вот они сейчас есть. Красавица. И было 2 бутона уже засохших, таких подвядших. Один уже отвалился, а один еще здесь, но тоже скоро отвалится. Давайте посмотрим листики. Какие они красивые. Красоточка. Шея чистая. Подсохший листик, это ничего страшного. Сейчас я его уберу. Корни. Красота. Орхидея посажена в торф. Пока пересаживать я ее не буду. Пока она не нарастит много корешочков, тогда уже примерно через год, скорее всего, я ее пересажу. Красавица. Как я вам уже сказала, после покупки я орхидею распаковываю только через сутки. Потом я удаляю все засохшие листики, вот, например, как здесь. Потом я ее помажу зеленым мылом, все листики протру. Аккуратненько снимаем. Я удалила засохший листик. Вот маленький листик можно убрать. Корешочек сухой можно аккуратно отрезать. Так, этот вот здесь он сухой, а дальше он хороший, значит его не трогаем.
Так, этот кончик уже засох, можно отрезать до живой ткани. Если вы нечаянно повредите до свежей ткани, то можно покапать перекисью водорода или зеленкой. Вот еще отрезаем. Еще сухой кончик. Вот видите? Там дальше зеленый хороший корешочек. Я отрезаю до сухого места. Вот, я удалила все ненужное. Получилось немного. Дальше я протру орхидею зеленым мылом. Беру чистый ватный диск, зеленое мыло, можно дегтярное. И протираем листики. Со всех сторон. Во-первых, орхидея становится чистой. Во-вторых, вредители, которые есть на листиках, я их стираю. И они прилипают и умирают. Потому что зеленое мыло, оно такое, как обычное мыло, липковатое. Каждый листик протираем. Такие процедуры я всегда делаю с новыми орхидеями. И пока ничем не обрабатываю. Она у меня в карантине постоит примерно недели 2-3. Посмотрю, послежу за ней. Если все будет хорошо, то поставлю ко всем орхидеям. Протираем цветонос. Палочку можно протереть. Все, протерли. Красавица. Сейчас я засыплю корой корешочки, вот, которые не в грунте, чтобы они не высохли. То они могут засохнуть без грунта. Подсыплю туда, где пустоты. Здесь тоже можно.
Грунт у нас это, походу, торф с кокосовым волокном. Так что надо с ним поаккуратней. Сейчас я полью орхидею по краю горшка. Переливать такой грунт не нужно. Замачивать, скорее всего, тоже не надо. Я поливаю отстойной водой. Видите, как корешочки зеленеют? Красота. Поворачиваем. Со всех сторон аккуратно поливаем. Все. Полили орхидейку. Вода, которая осталась в поддоне, пока я не буду сливать. Через полчаса, если орхидея всю ее не выпьет, я ее солью. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан, ставьте лайки, мне будет очень приятно. Пишите комментарии, я их все читаю. Ну все, буду прощаться с вами. До скорой встречи. Пока-пока.